Как быть продуктивным и выполнять множество задач за короткий срок? Ответ на этот вопрос является, как мы управляем временем и организуем свой распорядок дня. На данном этапе моей жизни эта тема актуальна как никогда. Я долго боролся с ощущением, что у меня нет времени и я ничего не успеваю, пока я не начал применять несколько вещей, которые полностью изменили правила игры. И сегодня я хочу поделиться с вами своими 3 простыми лайфхаками, которые помогают мне успевать все. И первое, что я хочу обсудить, это информационная гигиена. Это самое важное. Нужно перестать тратить свое внимание впустую. Телефон, компьютер, соцсети и бесконечный скроллинг – это главное, что сжирает наш потенциал. Знаете ли вы, что согласно исследованиям Калифорнийского университета, после того, как вы отвлеклись на уведомления в телефоне, мозгу требуется в среднем 23 минуты и 15 секунд, чтобы полностью вернуть прежний уровень концентрации на задаче. То есть 5 минут в соцсетях крадут у вас полчаса продуктивной работы. Для себя я ввел правило золотых часов. Я перестал брать в руки телефон после пробуждения и за час до сна. В самом начале для меня это было некомфортно, как-то даже тревожно, я бы сказал, потому что телефон всегда был рядом со мной. Это немного не давало мне покоя в первую неделю, но потом я начал с этим как-то бороться и понял, что мое утро – это в первую очередь время для того, чтобы созидать, то есть проводить время более продуктивно, а не для потребления чужого контента. И вот как я начал с этим бороться? В первую очередь я решил установить себе правила вне зоны доступа. То есть я брал телефон и откладывал его в другую комнату, чтобы он не был у меня всегда на виду, чтобы я не мог дотянуться и чтобы он меня не отвлекал от моей работы. То есть когда я сижу, занимаюсь своими проектами или каким-то увлечением, чтобы это меня не отвлекало. Вот. Второй способ, он более радикальный, конечно, я тоже его использую, это удалить приложение, то есть приложение, где есть соцсети. Я так удалил свой Инстаграм, то есть я его удалил. И когда мне нужно будет иногда зайти в этот Инстаграм, посмотреть, как там дела у моих друзей, мне приходится его экстра скачивать, это приложение, и заходить, регистрироваться снова. Так мне это помогает лишний раз не зайти в соцсети и не сидеть, не скроллить видео. Плюс ко всему, то, что мне надо узнать, я узнаю за 5-10 минут. В принципе, мне этого достаточно, как дела у друзей, что у них нового и так далее. Больше мне ничего не надо. Второй лайфхак – это порядок в хаосе. Успевать все в состоянии хаоса невозможно. Я понял, мне нужен порядок и четкие цели. Без плана я просто реагирую на внешние раздражители, а не управляю своей жизнью. Самый эффективный способ для этого – я использую метод правила 3 задач. Каждый вечер я записываю по 3 задачи, не 10, не 20 задач, а именно 3. Если я сделаю только их, день уже прошел успешно. Все остальное – приятный бонус. Раньше мой список напоминал такой длинный свиток, где, решая одну проблему, появляется сразу 2. И он все время пополнялся, сколько бы я ни решал. И в какой-то момент я поймал себя на том, что я не выгребаю. Я просто устаю от того, чтобы задачи все приходят, и их нету конца. Я начал лениться, прокрастинировать, выгорать и так далее. Какая-то депрессия появилась, я не знаю. Но я понял, что проблемы они будут всегда в жизни, и то, что если после решения одной проблемы или задачи появляются новые 2, это значит, ты все равно прогрессируешь, то есть ты идешь куда-то, выбрал какой-то путь, где перед тобой стоят какие-то обстоятельства, препятствия и так далее. Это нормально. И сейчас я связал свое планирование с такими сферами, как работа, быт и свои увлечения. И четко спланировал свои задачи, и мне нравится этот контроль, когда я поставил себе цели сегодня, я их выполнил, я чувствую себя намного эффективно, продуктивно, это не может не повышать самооценку тоже. Третий лайфхак – это магия таймера. Это 3-я вещь, которая реально превратила меня из человека, у которого никогда нет времени, в эффективного человека. Это обычный таймер, и есть 2 способа его использования. И первый способ – это анализ. Засекая время, включаю таймер, когда начинаю рутинную задачу, которую постоянно откладываю. Например, разбор почты или уборка. И я удивился, что задача, которую я откладывал часами, занимает всего 10-15 минут. И здесь я осознал, что мое мышление перестроилось, так как того, что я боялся и откладывал, теперь для меня стало чем-то простым, потому что я уже примерно знал, сколько уходит на ту или иную задачу время. И мне легче стало планировать свои задачи, управлять своим временем. Стало намного проще. Второй способ использования таймера – это дедлайн. Я сам решаю, сколько выделить время на эту задачу. Большие задачи или действия, которые занимают много времени, пугают.
И особенно, когда не знаешь, с чего начать. Поэтому я пользуюсь этим способом, уделяя 20 минут на задачу. И после сигнала будильника я прекращаю работу. Каждый день я делаю понемногу. Так я меньше боюсь больших задач и могу фокусироваться на работе лучше. Плюс ко всему, бонус – это помогает мне не перегореть, это дает ощущение победы каждый день и поднимает самооценку. Знаете, для меня продуктивность – это не то, чтобы сделать больше дел. Это скорее про то, чтобы сделать правильные дела за короткий срок, и чтобы у тебя осталось больше времени на свою жизнь. Попробуйте внедрить хотя бы один из этих лайфхаков, сделайте себе такой вызов на один день, на неделю или на месяц, если получится. Поэкспериментируйте, посмотрите, подходит ли вам это или нет, возможно, что-то вам и подойдет, а возможно, нет. Мне лично все 3 помогает: оставаться себя дисциплинированным, заниматься каждый день понемножку, двигаться вперед и не останавливаться, самое главное. Напишите мне в комментариях, какие вы используете вещи, чтобы вам было более продуктивно. Что вы думаете на этот счет вообще? Мне очень хочется услышать вашу обратную связь. Что вы думаете вообще про эту тему, про управление временем, про таймер и так далее? Если вам что-то интересно, если есть вопросы, я всегда буду рад ответить на эти вопросы. Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь. Мне будет очень приятно с вами иметь обратную связь. Всем хорошего дня и пока!